Ребята, всем огромный привет! Посмотрите на эту красоту. Я прям не могу пройти мимо этого замечательного фаленоптиса. Гляньте, как он цветет. Но я иду вообще не к нему, иду и просто прохожу мимо, а иду показать вам кое-что красивое. Бутончики. Тоже в такой цветовой гамме. Нет, вот, но вы только посмотрите на этого красавца. Он неугомон. Дын-дын. Это Farmery Dendrobium. Я решила сделать подсъемочку. И вот уже, смотрите, вчера еще я думала, что он сегодня не начнет открываться. Думала, что рано. А сегодня уже приоткрывается. Хотя пасмурно на улице. У нас сегодня пасмурный денек. Но этот цветонос, который ближе к окну, уже открывается. А в принципе они оба эти цветоноса выросли одновременно. Мой любимый Farmery. Девочки, кто еще не имеет дендробиумов, вот возьмите себе вот такой. Он вообще, как по мне, неприхотливый абсолютно. Я еще жду белый, еще не приехал. Белый там он с какой-то там, не варига, господи, мутацией. Боже, а тут у меня, а я ее ищу. Она здесь. А я ее ищу. Короче говоря, цветет беспроблемно. Зацветает, видите, на старых бульбах, на бульбах, которым не меньше 2 лет. Наверное, ну не на прошлогодних, нет. Прошлогодняя вот еще не цвела. То есть 2 года должно быть бульбе. И вот так классненько. Жалко, что он не ароматит. Если бы он еще ароматил, было бы здорово. Это уже 2-й год цветет он у меня. И 2-й раз на 2 цветоноса. Ну вот откроется, полюбуемся на него, наверное, уже завтра. Приходите завтра. Красота, да? Я вот его просто под кран ставлю, проливаю, положила ему, видите, шарики? Положила ему долгоиграющее удобрение и все. Раз там в полгода ложу, особенно в весенний период. Осенью, конечно, не выкладываю. Он сейчас процветет. И начнется через время, он должен отдохнуть немного, начнется рост новых бульб. Так он всегда делает. Вот он сейчас, правда, процвел, а бульбы были новые. По-моему, это новая бульба. Одну вырастил и вновь начал цвести. Такой необычный. И вот так в подвешенном состоянии красиво смотрится. Ну, неплохо. И если, представляете, будет 4-3 цветоноса, будет здорово. Я видела видео на ютубчике у девочек, когда много цветоносов у этого дендробиума. Это вообще невероятная красота. Ох, жаль, что не пахнет. Ну и сразу вам покажу, кого я сегодня обнаружила. Тетраспис кофе. Все попили кофе с утра. Посмотрите, какой красавчик. Кстати, тетрасписы, девочки, тоже такие. Ой, а здесь смотрите какой. Вчера еще были бутоны. Видите, пооткрывал. У этого меньше коричневого. Он спрятан. Так, а здесь? Слушайте, он все открыл? Я даже не видела. А давайте мы его вытянем. Вытянем и глянем поближе. Вон там один бутончик скинул. Сейчас я вам покажу его. Мне самой интересно, тут прям 3 бутончика. Так, разворачивайся, показывай нам свою красоту. Смотрите, какой здоровский, да? Классный. Вообще. Здесь 3 бутона, и у каждого бутончика свой окрас цветочка. Смотрите, как интересно. Есть сепалии белые, есть петалии белые. Так, а у этого вроде как все с коричневым пигментом. Этот выдался у нас более светлый. И петалия, сепалия беленькие. Вот видите, немного, а как забавно. А здесь весь окрашен. Так, ну в общем, все вам показала. Ждем цветения красавца нашего Farmery. Слушайте, ну невероятный, невероятный. Оно пахнет, он должен пахнуть
Он свежим таким. Да, он пахнет свежестью. Свежестью пахнет. Просто сегодня не солнечный день, вообще у него ягодный аромат. Такой нежный ягодный аромат. Видите, как у него цветонос формируется? Отцветает, отцветает, отцветает. И опс. Я вам скажу, у меня все еще в состоянии болезненном находится моя красотка эта. Вчера поливала с фунгицидом ее. Ну, ребят, пока вроде вот такой полет. Это не тетраспис. Видите, у нее тоже похожие. Она из тетрасписовых, но это как она? Господи, я забыла. Что я за нее так переживаю, что даже у меня вылетело ее название. Ну, в общем, будем считать, что это тоже тетраспис. Девочки рекомендуют мне обрезать цветонос, а я не обрезаю, потому что знаю, что вырастить цветонос для этой группы орхидей очень непросто. Так, рядом не подношу, потому что здесь чем-то она заражена, непонятно. Кто-то говорит, Аня, вирус, кто-то говорит, что это бактериалка. Ну, посмотрим. Ждем нового листочка. Авось нам повезет и выйдет новый листочек. В общем, каждый полив с фунгицидом. Буду стараться ее спасти. Такая вот красавица. Специоза. Все, вспомнила. Специоза и тетраспис. Если бы она не была больна, она очень здоровски тоже выглядит, очень красивая. Но сейчас на ее фоне тетраспис, конечно, кофе выигрывает. Класснючий. Невероятно. Следующий день наступил, и 2 цветоноса в полном распуске. Невероятно. Здесь у нас сквознячок немножко. Посмотрите на эту прелесть. И этот, который подальше от света, этот, который ближе к окну, тоже распустился. Невероятно, просто невероятно. Не, так плохо видно. Оставлю на место. Посмотрите, какая прелесть, да? Ну, пахнет. Немножечко такой интересный у него специфический аромат есть. Но мне оно каким-то ластиком пахнет, я не знаю. Каким-то таким ненавязчивым. Этот тоже? Нет, этот еще не так, потому что он, наверное, попозже открылся и совсем еще не полностью. Хотя, в принципе, больше не распахнется. Такая прелесть теперь на балконе. Такая гирлянда интересная. А сколько цветочков? Наверное, 10-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, около 15 штучек. Тут, мне кажется, даже побогаче цветонос такой, пореснее. Так, лучше снимать, конечно, от света. Во, так можно передать его цвет более правдоподобно. Смотрите, какой классный. Внутри желтое. Горло у него желтое. Здоровски. Но этот еще не полностью открылся, он попозже созреет. Но замечательно, замечательно. Красотища. Ну, к сожалению, цвести будет недолго, но зато эта неделя будет прям для меня праздником. Смотрите, какой у нас ветер. Ух! На балконе тоже ветер. Надо прикрывать. Посмотрите, какая одна цветовая гамма у фаленопсиса и у фармари. Так здорово смотрится вообще. Смотрите, какая нежнятина. Держу одной рукой, девочки, поэтому на весу вот так хочу показать. Как это красиво, как это нежно, как это по-летнему. Такие, знаете, как сарафанчик летний. Да? Здорово. Красота. Сплит. Так зовут этот фаленопсис. И фармари пинк. Есть фармари беленький, white, а это
Вот такая вот красота. Слушайте, ну невероятно. Ой, невероятно. Здесь в тенечке плохо видно. А представляете, вот много цветоносов. Это просто будет супер эффект. Ну, конечно, на фоне фаленопсиса цветок Farmery очень нежный и миленький. Размер имеет значение, но все равно красиво. О, какое красивое зрелище. Ребята, вчера получила замечание от своих родных, потому что обнаружили вечером после такого яркого солнечного дня, жаркого, что вот эти верхние цветочки немножко были увядшие. И мне сделали замечание, что я его просушила. И действительно, я взяла горшочек, он был суховат. Я быстро исправила ошибку в уходе, быстренько его проливом пролила. У него там есть, я вам показывала, долгоиграющие удобрения. Ну, в общем, все за него переживают. Он очень красивый. И я сегодня прям порадовалась, когда обнаружила еще один цветонос. Невероятно. Тут надо внимательнее рассмотреть бульбы. Возможно, это не единственный цветонос, но пока я больше не вижу на бульбах новых цветоносиков. Ну, в общем-то, надеюсь, что в этом году, ну вот здесь что-то, а возможно и нет. Ну, надеюсь, что в этом году вот будет цветение на 3 цветоносах. Но одновременно не получится. Это, скорее всего, будет вот как в прошлом году по 1 цветоносу, но 2 раза. А в этом году, вероятно, будет 2 цветения в продолжении всего лета, но по 2 цветоноса. Вот сейчас это первое летнее цветение этого сезона. И возможно, что вот здесь и вот здесь будет еще по цветоносу. И это будет еще 2-я волна цветения, тоже на 2 цветоноса. Очень жаль, что не сразу 4. Было бы намного короче. Обнимаю вас, ребята. И хочу вам напомнить, что этот дендробиум называется Dendrobium Farmery. В данной вариации Pink. И его цветение непродолжительное, к сожалению. Где-то длится оно от 7 до 10 дней. Хотелось бы недель, конечно же. Очень хотелось бы. Но все равно это очень красиво. Я вам его рекомендую для тех, кто любит вот такую вот нежность. Обнимашки. Так, ну что, ребят. Эх, праздник закончился. И вот. Опали здесь цветоносика цветочки. И здесь уже вот еле держатся. Наверное, завтра опадут. В общем-то, сейчас я вам скажу, сколько дней он цвел. Уже с бутонами, вот начало видео этого, это 14 июня, сегодня 24. Боже мой, ровно 10 дней. Ну так, если считать, да, вот именно вот наслаждение 10-дневное цветением этого прекрасного дендробиума. Вот так. Да, видите, 10 дней. Если бы было жарко в эти дни, прям не, ну вот совсем жарко-жарко, то это было бы, наверное, дней 7. Вот такой вот мой репортаж. Обнимашки.